Данное видео посвящено инвентаризации. Инвентаризацию могут начинать руководитель объекта для того, чтобы проверить состояние объекта, за который он отвечает, пользователь с ролью владелец, чтобы проверить любой объект, либо секции на объекте. Также есть возможность у него проверить наличие юнитов по конкретному молу. Рассмотрим инвентаризацию, при которой руководитель объекта хочет проверить состояние своего объекта. Для выполнения инвентаризации из главного меню приложения переходим в раздел «Инвентаризация». Далее нажимаем кнопку «Плюс». Открывается карточка новой инвентаризации. Номер инвентаризации проставляется автоматически, и он уникален для всех действий в системе. Краткое наименование предзаполняется с указанием сегодняшней даты и временем инвентаризации. При желании наименование можно изменить. Это может быть полезным для поиска инвентаризации в будущем. Давайте изменим краткое наименование на «Инвентаризация на объекте книжный склад». Далее выбираем плановую дату начала. Поле предзаполнено завтрашней датой. Нажимаем на дату. Открывается календарь. И мы можем выбрать сегодняшнюю дату и любую будущую. Нажимаем «Ок», либо «Отмена», если передумали менять дату. В поле «Продолжительность дней» вводим количество дней, которые мы предполагаем, что будет выполняться инвентаризация. Предварительно поле заполнено значением 1 день. Изменим продолжительность, например, на 2 дня. На время выполнения инвентаризации объекты или секции будут заблокированы. Нельзя будет выполнять другие действия, приемку, списание, перемещение и так далее. Поле «Председатель» предзаполнено автоматически, текущим пользователем и недоступно к редактированию, так как мы проводим инвентаризацию под руководителем объекта. Далее выбираем при необходимости помощников председателя. Для этого нажимаем на поле «Помощники». И в открывшемся списке выбираем любого пользователя. Помощников можно выбирать несколько человек. Затем выбираем объект, где будет происходить инвентаризация. Нажимаем на поле «Объект». И если текущий пользователь является руководителем объекта нескольких объектов, то открывается список доступных объектов. И в списке выбираем необходимый нам. Выберем книжный склад. Если мы ошиблись с выбором, то объект можно будет поменять. А если пользователю доступен один объект, то поле «Объект» предзаполнено автоматически. После выбора объекта появилось поле «Секции». Инвентаризацию по объекту можно выполнять как по всему объекту, так и по отдельным его секциям. В поле «Секции» выбираем «Секции». Нажимаем на поле «Секции» и выбираем необходимую нам. Можно выбирать несколько секций, либо все секции. Также, если мы оставим поле секции незаполненным, то инвентаризация будет проводиться по всему объекту, или иными словами, по всем секциям объекта. Оставим поле секции пустым. Далее нажимаем кнопку «Запланировать». Инвентаризация переходит в статус «Запланировано». В этом статусе можно удалить инвентаризацию, редактировать краткое наименование, плановую дату начала, продолжительность, добавлять и удалять помощников, а также сохранить изменения. Также мы видим, что появилось поле согласования молов с отметкой «Ожидать согласования». Это список лиц, ответственных за юниты, которые должны согласовать итоги инвентаризации. Список сформировался автоматически, и сюда попадают все молы и руководители указанного объекта. Для того, чтобы начать инвентаризацию, председатель комиссии, проверив правильность заполнения карточки инвентаризации, должен нажать кнопку действия «Начать». В нашем случае руководитель объекта, который начал инвентаризацию, является в том числе и председателем. Поэтому мы можем начать инвентаризацию. Нажимаем кнопку действия «Начать».
И для подтверждения нажимаем «Продолжить». Если на объекте есть незавершенные действия, то выводится диалог «Есть незавершенные действия, начать инвентаризацию?» Да или нет. Мы видим, что инвентаризация перешла в статус в работе. Инвентаризацию можно начать и до плановой даты начала. Плановая дата начала для того, чтобы все, кто работает на данном объекте, знали, что планируется инвентаризация. Открываем карточку инвентаризации для дальнейшей работы. Появились вкладки «Готово», «Осталось», «Конфликты», «К списанию» и «К перемещению». На вкладке «Осталось» сформировался список юнитов, которые зарегистрированы в системе на данном объекте. Над вкладкой находится красный кружок с числом, которое означает количество юнитов на данной вкладке. Внизу под наименованием вкладки указана общая стоимость юнитов, находящихся на данной вкладке, и их количество. В статусе «В работе» руководитель объекта, который создал инвентаризацию, может удалять, добавлять помощников, сканировать юниты, перемещать юниты по вкладкам «Конфликты» и «К списанию». Он может зафиксировать результаты инвентаризации или завершить, если на вкладках «К списанию» или «К перемещению» нет юнитов. Помощники же инвентаризации могут удалять, добавлять помощников, а также сканировать юниты. Рассмотрим процесс сканирования юнитов в инвентаризации. Для сканирования юнита в инвентаризации нажимаем кнопку QR-код. Открывается окно для сканирования. Система умеет считывать как штрих-коды, так и QR-коды. Наводим окошко на штрих-код на одном из юнитов, который находится на проверяемом объекте. После считывания штрих-кода, если юнит найден в списке на вкладке «Осталось», то открывается его карточка для просмотра. А он перемещается на вкладку «Готово», и над вкладкой появляется красный кружок с количеством юнитов. Сканируем следующий юнит на объекте. Нажимаем QR-код, сканируем штрих-код. Открылась карточка юнита. Мы видим, что у данного юнита объектом является другой объект. И если данный юнит числится на другом объекте, то он попадает на вкладку «К перемещению». Над вкладкой появляется красный кружок с количеством юнитов на вкладке. Также в реальном времени наш пользователь может видеть, как юниты перемещаются на вкладку «Готово», когда сканируют помощники. Сканируют помощники, мы видим, как над вкладкой «Готово» увеличилось количество юнитов. И в списке добавится еще один юнит. Таким образом мы сканируем все юниты на объекте. Далее мы проверяем, есть ли на вкладке «Осталось» юниты, которые были не найдены. В данном случае у нас есть 5 юнитов. Если все юниты, которые были найдены на объекте, отсканированы и больше нечего сканировать, то на вкладке «Осталось» находятся юниты, которые не были найдены физически. Далее председатель должен принять решение списать все или частично юниты или переместить их на вкладку «Конфликты» для того, чтобы зафиксировать итог инвентаризации, но не принимать решения по данным юнитам. Переместим несколько юнитов на вкладку «К списанию». Остальные юниты на вкладку «Конфликты». И оставим один юнит на вкладке «Осталось». В вкладке «Готово» также можно перемещать юниты на вкладку «Конфликты». Например, когда карточка юнита не соответствует тому, что по факту видит пользователь. Переместим один из юнитов. Либо на вкладку «К списанию», если было решено, что юнит уже в плохом состоянии и его нужно списать. Либо по факту вне системы он был списан, либо по другим причинам. В вкладке «Конфликты» можно перемещать юниты на вкладку «К списанию», когда решили, что юнит нужно списать.
либо на вкладку «Готово», если юнит нашелся и его отсканировали. С вкладок к списанию и к перемещению можно перемещать юниты на вкладку «Конфликты», если решили пока не списывать и не перемещать юниты. Переместим юнит на вкладку «Конфликты». После того, как были отсканированы все юниты и по возможности перемещены по вкладкам, мы фиксируем результат работы. Для этого нажимаем кнопку действия «Зафиксировать». Далее необходимо подтвердить полноту и достоверность данных. А если на вкладке «Осталось есть еще юниты», то выводится сообщение, что инвентаризация произведена не полностью, есть ненайденные юниты на вкладке «Осталось». Можно отменить фиксацию, а можно продолжить. Инвентаризация перешла в статус «Зафиксировано». Перейдем в карточку инвентаризации. В данном статусе тот, кто создал инвентаризацию, может только перемещать юниты между вкладками «Осталось», «Конфликты» и «К списанию». А также ему доступны кнопки «Решить конфликты» и «Завершить». Также в статусе «Зафиксировано» молы и руководители объекта могут согласовать результаты инвентаризации, и отметка «Ожидает согласования» поменяется на «Согласовано». Наш пользователь в реальном времени может наблюдать, как мол одного из юнитов согласовывает, и отметка с «Ожидает согласования» меняется на «Согласовано». Если инвентаризация была ошибочно зафиксирована, либо необходимо отсканировать еще юниты, то председатель может возобновить инвентаризацию. Для этого необходимо нажимать кнопку действия «Возобновить». Мы же продолжим работу. Если на вкладках к списанию и к перемещению нет юнитов, то руководитель объекта, который начал инвентаризацию, может ее завершить. Для этого нужно нажать кнопку действия «Завершить». Сначала проверяется, все ли молы согласовали итог инвентаризации. Если нет, то выводится сообщение «Не все молы согласовали итоги инвентаризации» с вопросом «Продолжить». Мы нажимаем «Продолжить». Либо можем отменить и дождаться, когда молы согласуют. Далее проверяется наличие юнитов на вкладках к списанию и к перемещению. В нашем случае они есть, поэтому выводится сообщение «На вкладках к списанию и к перемещению есть юниты, необходимо решить конфликты» или убрать юниты из этих вкладок. Для того, чтобы перейти к решению конфликтов, нажимаем кнопку действия «Решить конфликты». Снова проверяется, все ли молы согласовали итог инвентаризации. И опять появилось сообщение, что не все согласовали. Нажимаем «Продолжить». Далее необходимо подтвердить, что мы действительно хотим перейти к решению конфликтов. Затем выводится диалог с запросом на подтверждение. К списанию столько-то юнитов на такую-то сумму и к перемещению столько-то юнитов на такую-то сумму. Вы действительно согласны с итогами инвентаризации? Отменить это действие будет невозможно. Запустить разрешение конфликтов, и мы нажимаем «Продолжить». После подтверждения все юниты на вкладке «К списанию» попадают в списание, которое автоматически формируется в статусе «Завершено» на проверяемом объекте. Все юниты на вкладке «К перемещению» попадают в перемещение, которое автоматически формируется в статусе «Ожидает приемки» на проверяемом объекте. Если на вкладке «К перемещению» нет юнитов, то снимаются блокировки с объектов или секций. Инвентаризация переводится в статус «Завершено» и выводится сообщение «Инвентаризация завершена». Списано на сумму такую-то и кнопка «Ок». В нашем случае есть юниты на вкладке «К перемещению», поэтому инвентаризация перешла в статус решения конфликтов. И отображается диалог «Списано на сумму такую-то», к перемещению на сумму такую-то, необходимо завершить перемещение, чтобы завершить инвентаризацию. Подтверждаем. И видим, что инвентаризация перешла в статус решения конфликтов. Далее перейдем в раздел «Перемещение». Для того, чтобы завершить перемещение, созданное на основании инвентаризации. Открываем карточку перемещения и нажимаем кнопку действия «Завершить». Подтверждаем. И видим, что наше перемещение перешло в статус «Завершено».
Возвращаемся в нашу инвентаризацию. Выходим в главное меню, в раздел «Инвентаризация» и открываем карточку инвентаризации в статусе решения конфликтов. Теперь мы можем завершить инвентаризацию. Только тот, кто создал инвентаризацию, может ее завершать. Для этого необходимо нажать кнопку действия «Завершить». Происходит проверка, что нет созданных на основании инвентаризации перемещений в статусе в отличном от «Завершено». Если есть, то выводится сообщение «Такие-то события не завершены». Завершить инвентаризацию нельзя. В нашем случае таких перемещений нет. Затем выводится диалог с запросом на подтверждение с краткой статистикой. Сколько юнитов, какое количество и какая сумма по каждой непустой вкладке с вопросом. Вы действительно согласны с итогами инвентаризации? Отменить это действие будет невозможно. Завершить инвентаризацию. И для продолжения нажимаем кнопку «Продолжить». После подтверждения снимаются блокировки с объектов и секций, инвентаризация переходит в статус «Завершено» и выводится сообщение «Инвентаризация завершена, списана на сумму такую-то». И кнопка «Да». Мы видим, что наша инвентаризация перешла в статус «Завершено».